Здравствуйте всем! Приглашаю вас на прогулку по моему саду. Давно мы этого не делали. Середина июня. Как изменился наш сад. Вот это крест-роза, морозник, вы помните. Все еще стоит, конечно, совсем не тот вид, который был когда-то в апреле. Это штамп-роза. Оранжи, чайно-гибридная, кустовая. Вот столько много бутонов еще мы ждем. Обращаю ваше внимание, какие чистые листья на розах, без черной пятнистости. Кстати, буду делать следующую обработку, вторую, от черной пятнистости. Флорибунда Фэнтези, двухцветная, цветет благодарно все лето до октября. Первые цветы как-то вот у нее очень скуповатые, а потом, видите, какая прелесть. По листве можно судить о здоровье всей розы. Вот такой у нас голубой дождь, глициния. Так мы ее сформировали. В этом году она цвела. Немножко скуповато, я не ожидала, но в принципе пойдет. Очень надеемся, что на следующий год она заполнит всю арку. А вот у нас слива. Мы вчера сделали обрезку с мужем, подвязали ветки. Тоже есть ролик на канале. Пожалуйста, приходите, пожалуйста, смотрите. Пион, вы помните, сад у нас новый. Пион второй год выдает только 2 цветочка. Но такой красивый цвет. Вау. Это новая роза в нашем саду. Кустовая. Очень долго цветет, обильно, называется Вестсайд. Это время заката. А это красивое с озера. Вот бутончики появляются, очень обильно цвела, тоже новая. Так выглядят наши отцветшие рододендроны. Удалили все цветки и удобрили на зиму. Розовые мечты называется. Вот это Хайди Клюм. Хайди Клюм — это такая женщина, которая набирает модели. Ищет из девушек, делает моделей. В честь нее названа вот такая карликовая роза. Но вы помните, что это наша королева сада. Она только начинает. Первые ласточки на ней. Желтый корсар, красный корсар, шраб, да? Вот эту ветку я буду загибать, скорее всего, в эту сторону. Ну, я еще не решила, посмотрю. Вам слышно, как воробьи чирикают? Очень холодная у нас в этом году весна. Середина июня, очень холодно. Плетистая роза, очень интересная. Клоненсбург называется. Очень крупные цветки, ароматные. Мы еще не поняли. Эту розу нам подарили, поэтому мы про нее плохо знаем. Вот здесь, похоже, привито на дикой ветке благородный корень. Клоненсбург. Но дикая ветка, а дикий корень дал свою ветку. Мы так думаем, потому что здесь 2 различных цвета. Розовый и красный.
Ну, посмотрим, что из этого получится. Так выглядит наша фуксия зимняя. Ну, обычно она гораздо более уже продвинутая. В этом году все замедленно. Очень красивый куст будет в конце. Покажу вам. Плетистая гортензия, клетор-гортензия. Очень красивые нежные цветки. Собирает много пчелок. Так она выглядит у нас. Это наша гортензия на штамбе, метельчатая. Ждем. В этом году шапки должны быть намного пышнее. Это у нас рамблер на штамбе. Вот такого цвета. Вот эти вот все кисти должны свисать и обильно цвести. Я уже говорила в одном из видео, что она высокая, штамп у нее высокий, 1,70 м. И предполагается, что практически до самой земли будет усыпана кистями цветущих роз. Ждем. Это у нас Орликин Вайде на штамбе. Это ива на штамбе. Она вот так дает розовые концы, листья, но ее необходимо уже стричь. Она отросла. Но здесь пока показывать нечего, если только обилие бутонов и здоровую листву. Еще раз вам напоминаю, пожалуйста, переходите по ссылке, ищите на канале, как сохранить листву здоровой на розах. Гольдмари. Ну как золотые солнышки горят. Плетистая роза. Тоже новая у нас. Ой, посмотрите, как это красиво. Вау. Такая у нее замечательная опора. Но я предполагаю, что если она выдаст, после отцветет и выдаст здоровые плети, то я их прикреплю к забору. А вот это у нас тут еще почва покровная, ярко-красная. Вот моя метельчатая гортензия, 3 куста. Я ее обрезала в этом году совершенно по-другому. Хочу из нее сформировать высокий куст. Еще одна флорибунда. Ностальгия. Ой, тоже покажу чуть позже. Вот начинает она двухцветная. Но это всегда очень волнительно, когда ждешь, как распустится роза. Знаменитый сорт Дэвида Остина, Мастэд Вуд. Знаменитый интересен тем, что у него цвет вот такой почти чернильный. Но, к сожалению, камера искажает цвет, передает неправильно. Вот. Не видно, неправильно видно. Но мне очень жаль. Вот это вот может быть получше. Насыщенно-бордовый цвет внутри. Да, вот такими какими-то чашелистиками выложена вся середина. И она прям чернильного цвета. Аромат черничный, немножко сливовый. Вот если сливу растереть между пальцев,
Вот, посмотрите, какая прелесть. Это самая темная роза в нашем саду. Я сделала про нее прекрасный эфир. Рекомендую вам посмотреть. Посмотрите, какие здоровые крепкие листья. Эта роза у нас самая первая. Так сказать, первая ласточка. Боже, какой аромат стоит. Ну вот, немножко прогулялись по саду. Спасибо всем. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, спрашивайте. Буду очень рада пообщаться, поговорить на наши садоводческие темы. Пожалуйста, возвращайтесь. Еще будет обзор всех сортов. У меня их 13. А потом начнутся гортензии. Ура! До свидания.